Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео и обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много для вашего удобства. Они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов и находятся на главной странице канала. Отдельный привет своим постоянным зрителям из разных стран, разных городов, разных континентов. Подписчики, подписчицы, мастера, мастерицы, спасибо большое за ваши комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам вот с такой вот веселенькой ниточкой. С такими ниточками мы уже работали. И с узорчиком. Сразу напоминаю, что вы берете пряжу любую, не только такую, которую показываю я, потому что все узорчики универсальные. Пробуйте, вяжите из любой пряжи, из летней, демисезонной, зимней. Один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит по-разному. Пробуйте, экспериментируйте. Ну, а я сегодня расскажу о ниточках, с которыми буду работать. Новички, кто не работал. Смотрите, называются они Папатья Батик. Видите? Вот такого вот интересного, яркого секционного окрашивания ниточки. Идем дальше. Если кому интересно, тот цвет, смотрите, 14 на камеру передается такой, какой на самом деле действительно есть. Такой вот веселый. Получается, это по составу 100% акрил. В моточке, 100-граммовом моточке находится 360 метров. И советует нам производитель брать крючок спицы, видите, 3,5-4. Да, секционного окрашивания ниточка очень хорошо смотрится, когда вы вяжете лицевой гладью спицами, да, и в зависимости от того, как ложится цвет, уже появляется сам по себе узорчик. Но нам крючковязом тоже хочется попробовать, да. Сегодня я беру крючок, смотрите, 3,5 миллиметра. Вот такой вот. Вы точно так же изучаете свою пряжу, подбираете крючок согласно рекомендациям производителя и своей плотности вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Так, я вот начинаю с такой вот интересной розовой, получается, ниточки. Посмотрим, как дальше будет меняться цвет. Так, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 4 петельки. В силу того, что ниточка толстая, крючок толстый, я наберу 7 раппортов. И получается 28 воздушных петелек и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я набираю 29 воздушных петелек. Ну, а вы в свою очередь набирайте столько, сколько вам будет удобно. Итак, как всегда, в начале идет петелька фиксации. При наборе петелек данную петельку мы не считаем. Итак, 29 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Вот мой будущий образец. Далее, смотрите, сделаем вспомогательный ряд. Чтобы не запутались новички в воздушных петельках, давайте сделаем ряд столбиками без накида. Воздушная петелька, отсчитываем от крючка вторую петельку. Раз, два. Во вторую петельку вот так вот ныряем. Вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки вместе. Это и есть столбик без накида. В следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Оп. И вот так вот шагаем по всей нашей цепочке и провязываем в каждую петельку столбик без накида. Вы, конечно, можете провязать столбик с накидом, полустолбик с накидом, да, как вам будет удобно. Самое главное, новички, обязательно провяжите ряд, как бы, да, по совету, чтобы не запутаться в воздушных петельках. В столбиках вы точно не запутаетесь. Все, считайте, самое главное, себя контролируйте. Количество столбиков должно получиться ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. В моем случае я набрала 29 воздушных петелек, значит, столбиков у меня будет 29. Несложно, да? Вот такая вот красота начинает появляться. Все, давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот провязали мы до конца ряда столбики без накида. Все ровненько, аккуратненько. Приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь смотрите, накид. И в следующий столбик, вот первый наш столбик, да, откуда вышли 3 петельки подъема. Вот второй столбик. Ныряем в столбик, вытягиваем ниточку, 2 петельки провязали, стоп. Держим петельки на крючке. Раз, считаем.
Сюда же опять вернулись. Точно так же провязываем 2 петельки. Стоп. Держим на крючке. Накид. Сюда же вернулись. Провязываем 2 петельки. Стоп. Держим на крючке. 4-й раз также делаем. Стоп. И 5-й раз также делаем. И когда у нас с вами получается вот 6 петелек на крючке, 5 петелек это от столбиков, а 6-я петелька была от воздушных петелек, мы эти петельки будем провязывать. Но смотрите, как провязываем. Вначале провязываем 5 петелек и на крючке остаются 2. А теперь 2 петельки вместе провязываем. Оп, у нас получается вот такой вот интересный пышный столбик. Далее воздушная петелька. Пропускаем, смотрите, 2 столбика. 1, 2. И в 3-й столбик нырнули, провязали столбик без накида. Видите, вот такая картина должна получиться. Вот такой выпуклый пышный столбик. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Опять в следующий столбик ныряем и провязываем точно такой же пышный столбик, состоящий из 5 столбиков с накидом, с общей верхушкой. 2. Сюда же 3, сюда же 4 и сюда же 5. Вот у нас 6 петелек на крючке. В начале провязываем первые 5 петелек и остаются 2 петельки. И оставшиеся 2 петельки. Вот очередной пышный столбик. Видите? Воздушная петелька. Пропускаем 2 столбика. 1, 2 и в 3-й столбик ныряем, провязываем столбик без накида. Поняли? Вот поэтому провязали столбики, потому что по столбикам удобнее. Воздушные петельки могут слиться, потеряться, либо по незнанию новички могут их пропустить. Вот такие вот пышные столбики. Все, и вот так вот шагаете до конца ряда. 1, 2, 3 воздушные петельки. Точно так же в следующий столбик провязываете пышный столбик, состоящий из 5 столбиков с накидом с общей верхушкой. И хочу уточнить, пышные столбики вот эти вот, да, вы можете делать с большим и с меньшим количеством столбиков. Вы можете делать 7 столбиков, можете делать 3, на ваше усмотрение. Вы же видите, да, что пышный столбик скушает, да, в кавычках, много пряжи. Поэтому смотрите, конечно, чем больше столбиков, тем эффектнее смотрится. Но с другой стороны, пряжа кушает больше, поэтому вы можете сделать петельки поменьше столбиков. Итак, провязали 5 столбиков, 2 петельки на крючке, 2 петельки вместе провязали, 1 воздушная петелька, опять пропускаем 2 столбика, 1, 2 и в 3-й провязываем столбик без накида. Все, и вот так вот шагаете до конца ряда, и у вас появляются вот такие выпуклые шишечки. Не сложно? Совсем не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно, и в конце ряда я вас встречу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши пышные столбики, наши шишечки-бубочки. И как мы заканчиваем наш ряд? Вот мы провязали последний пышный столбик, воздушную петельку сделали, все точно так же, как мы делали, да? Пропускаем 2 столбика, и вот у нас там, где была петелька подъема, помните, мы в нее ныряем и провязываем столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь будьте внимательны. Смотрите, накид. И мы сюда же, в верхушку этого же столбика ныряем и провязываем пышный столбик. 2 петельки. 1. Сюда же провязываем по 2 петельки. 2. 3. 4. И 5. Опять провязываем 5 петелек. На крючке остаются 2 петельки. И потом 2 петельки вместе. Опять у нас получилось пышный такой вот столбик. Воздушная петелька. Теперь смотрите внимательно. Вот у нас, помните, был пышный столбик, а перед ним мы делали 3 петельки воздушные. Вот эту вот арочку мы сейчас сюда ныряем и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Смотрите, вы дальше провязываете точно такой же пышный столбик. У вас есть 2 варианта провязывать. Вы провязываете непосредственно в арочку. Так, первый способ показываю. 2 петельки. 1.
сюда же 2 петельки 2, сюда же 2 петельки 3, 4 и 5. Опять провязываем вначале 5 петелек, потом оставшиеся 2 петельки. Вот такой вот пышный столбик. Основание получается у него широкое. Делаем воздушную петельку, перепрыгиваем вот к следующему, получается, пышному столбику. Вот эта вот арочка из 3 воздушных петелек. Ныряем в эту арочку и провязываем столбик без накида. Опять делаем 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. А вот теперь второй вариант провязывания. Смотрите, если позволяет крючок, так, позволяет зрение, позволяет пряжа, то сделайте, попробуйте провязать такой же пышный столбик не в арочку, так, а непосредственно именно в саму петельку, то есть в центральную петельку. Смотрите, накид в петельку вот так вот аккуратненько ныряем. Если не позволяет крючок, пряжа, зрение, то не ломайте глаза, да, и вяжите как вам удобно. Итак, 2 петельки, 1, накид. Ну, попробуйте как бы и так, и так. 2 петельки, 2. Процесс будет помедленнее, но мне кажется более аккуратно и красиво. 2 петельки, 3. Сюда же 4 и в моем случае 5 по 2 петельки. Теперь провязываем 5 петелек, оп, и оставшиеся 2 петельки вместе, оп. Опять делаем воздушную петельку и переключаемся на следующую арочку. Поняли, да? За пышным столбиком вот 3 воздушные петельки за эту арочку. Так, а теперь смотрим, сравниваем, что больше нравится. Вот когда провязывается непосредственно в арочку, видите, как получается? И когда провязывается непосредственно в петельку. Попробуйте и так, в зависимости от ваших ниточек, от крючка и от зрения. Если вам понравится больше лапкой, провязывайте лапкой. Если понравится больше в петельку, провязывайте в петельку, но предупреждаю, данный процесс будет чуть помедленнее, здесь будет чуть побыстрее. Угу. Все, я буду провязывать непосредственно в петельку дальше, а вы провязывайте как вам удобно. И вот так вот шагаем, получается, вот наша арочка, и в этой арочке будет пышный столбик. И повторяем самый первый ряд, просто вот с такой вот небольшой особенностью. Все, несложно, думаю. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот еще провязали шишечки. Вот такая красота. И смотрите, как переходит цвет, да, интересно. Как мы заканчиваем этот ряд? Смотрите, мы сделали шишечку. Точно так же мы делаем, смотрите, воздушную петельку, а дальше накид. И мы возвращаемся вот к основанию, получается, нашей предыдущей вот этой арочки из 3 воздушных петелек. И в основание провязываем столбик с накидом, выравниваем как бы краешек. Видите? Все, ряд наш закончен. Далее, смотрите, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И мы сразу же присоединяемся вот к следующей арочке. Ну, чтобы у нас краешек не пополз, да, вправо. То есть мы сразу же провязываем в арочку столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И я провязываю непосредственно в петельку. То есть вы можете в арочку, можете в петельку. Я провязываю в петельку. Этот процесс чуть помедленнее, да, но чуть поаккуратнее. И мне кажется, более собранная шишечка у основания, ну, как, наверное, более мне нравится. Все. И вот так вот провязываю опять 5 столбиков с накидом не до конца. 2. Сюда же 3. Сюда же 4 и сюда же последние 5. Чуть помедленнее, да, набираю я, получается, петельки. Ну, вот так вот. Провязала 5 петелек вместе, потом 2 петельки вместе, воздушная петелька и точно так же перепрыгиваю вот в следующую арочку за пышным столбиком, столбик без накида. То есть, получается, мы с вами провязываем всего лишь только один ряд. Поняли, да? Он повторяется из ряда в ряд. Давайте еще раз до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы провязали наш третий ряд. Он полностью повторяет, получается, первый ряд. Так, а теперь мы будем повторять второй ряд. То есть провязываем четвертый ряд. Смотрите,
Видите, у нас здесь получается пышный столбик. Провязываем тут сюда же, в этот же получается столбик, где провязываются петельки подъема. Раз, два, три, поворот. И сюда же, помните, да, провязывали? Сюда же провязываем пышный столбик. Раз, сюда же два, сюда же три, 4 и 5. И потом, получается, мы с вами провязываем точно так же 5 петелек вместе до 2 петелек на крючке, 2 петельки вместе, воздушная петелька и опять перепрыгиваем в следующую арочку и провязываем столбик без накида. Поняли, да? То есть нечетные ряды провязываются одинаково и четные ряды провязываются одинаково. От этого краешек будет ровный. Сами по себе шишечки, видите, будут располагаться в шахматном порядке. Давайте увеличим образец на несколько рядочков еще, да, посмотрим, что в итоге получается. Ну, а я в свою очередь посмотрю, как будет моя ниточка меняться. Мне это очень процесс нравится. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Процесс, конечно, затягивает, особенно когда ждешь, когда поменяется цвет ниточки. Вот такие вот интересные получаются шишечки-бубочки. Они располагаются в шахматном порядке, видите? То есть одни как бы вогнутые, другие выпуклые. И то же самое с другой стороны, видите? Вот так вот интересно они получаются. Ну и переход цвета тоже интересный. В моем случае тянется вот так вот и тянется вот так вот. В вашем случае это могут быть другие ниточки, может тянуться больше, может тянуться меньше. Пробуйте, экспериментируйте. Не забывайте, что можно узорчик поворачивать, можно узорчик разворачивать, да. И, естественно, как будет более вам нравится, да, так и у вас будет в изделии находиться данный узорчик. Если кто-либо вязал данным узорчиком что-то интересное, рассказывайте, пишите, какими ниточками, в каком изделии. Ну, понятно, что в моем случае вот такая вот яркая расцветка, это все-таки детские, да, вещи. Это и кофточки могут быть, это пальтишки могут быть, это шарфики, естественно, комбинезончики и так далее. А если это будет более расцветка такая, скажем, взрослая, да, то, естественно, это будут такие вещи. Ну, точно так же это могут быть и кофточки, и кардиганчики, и жилетки, и шарфики, и снудики, и почему бы нет. Вот такая красота. Замерим. Итак, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, да, то в моем случае сегодня это получается, ну вот, смотрите, 18 сантиметров. А тут получается, смотрите, как легко посчитать. Ну, первый ряд у нас был наборный, да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. То есть 10 у нас таких вот бубочек пышных столбиков. Смотрите, 13 сантиметров. Здорово. Здорово. За счет вот этих вот как раз шишечек узорчик вот так вот интересно поднимается. Как вам? Пишите обязательно комментарии. Обязательно ставьте лайки. Не забудьте подписаться на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много-много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будет приходить уведомления. Колокольчик должен быть самый верхний, темненький. Ну что ж, всем ровных петелек и встретимся в новых видео. Пока-пока.